Всем привет! С вами школа вязания I Love Create School. Меня зовут Билык Оля, и в этом мастер-классе я покажу вам, как связать сумку Амели. Для того, чтобы сумка была немного не тяжелой, поскольку она объемная, большая, она сумка Tote, я использую пряжу не 7-9 мм, как обычно, а 5-7 мм, то есть облегченную пряжу, тоненькую. На сумочку у меня ушло 3 бобинки таких пряжи. Вот, возможно, уйдет 3,5, это зависит от вашей плотности вязания. Я вяжу очень плотно, туго, для того, чтобы изделие держало форму. Но вы на всякий случай себе заказываете пряжи с захватом, ну или потом дозаказываете. Также, кроме пряжи, нам понадобятся 2 ручки, кожаные или кожзам. У меня ручки по 60 сантиметров длиной, ширина 2 сантиметра. Еще нам нужен будет крючок 4,5, 5, 5,5 размер крючка, в зависимости от вашей плотности вязания. Маркеры, пластиковая иголка для сшивания основы к боковинам сумки и нитки в цвет пряжи. Я уже связала один образец. Вот. Значит, мы будем набирать 36 петель, вязать столбиками без накида, вверх 38 рядов. Провязав 14 рядов, начиная с 15 ряда, у нас будет в каждом четвертом ряду идти по 2 сокращения, не по 2, а всего 2 сокращения. В начале ряда будет сокращение и в конце ряда. Все эти моменты мы с вами пройдем на видео. Итак, набираем 36 петель. Делаем первую петельку. Быстро показала по привычке. Так, значит, вот коротенькая ниточка находится сверху, длинная внизу. Перекручиваем их, накидываем на крючок и протягиваем. И завязываем узелочек. Эта петелька не считается, она будет считаться петелькой, когда вы ее провяжете. Вот первая петелька. Петелька на крючке не считается. Узелок вот этот тоже не считается. Набираем 36 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Еще такой момент. Для того, чтобы сумка была более плотной, я вытягиваю нить. Вот так вот. Но поскольку я сейчас вяжу из распущенной нити, она у меня и так вытянутая. А вы размотали с мотка, вытянули, размотали, вытянули. Я себе даже клубочек сложила в корзинку. Так, начинаем вязать первый ряд. Вводим крючок в третью петлю. 1, 2. И делаем столбик без накида. Столбики без накида в первом ряду я вяжу только за верхнюю полупетлю. Так мы вяжем до конца ряда. У нас выйдет 34 столбика.
Так, первый ряд мы связали. Делаем одну воздушную петлю, одну, разворачиваем полотно и вводим крючок 1, 2 во вторую петлю под 2 полупетли. Каждое начало ряда у нас будет начинаться с одной воздушной петли, крючок. Первый столбик делаем во вторую полупетлю. Для того, чтобы у вас не было дырочек, если вот вы сейчас вяжете и видите, что у вас полотно затянутое такое с дырками, вот допустим, да, я сейчас вам покажу, как неправильно вязать. Вот, вы пытаетесь вязать плотно, да, вы вытащили петельку, проводите, и вот у вас выходит дырка. Почему? Потому что вот эту вот петлю вы сильно затянули. Как избежать этих дырок? Петелька, которая на крючке, она всегда натянута, плотно сидит, да? Когда вы вставляете крючок и вытягиваете петлю, вы немножко по диагонали этот крючок поднимаете вверх. Таким образом эта петля растягивается, и когда вы ее провязываете, она уже такая вытянутая, пышная получилась у нас. Тогда у вас не будет дырок в изделии. Но изделие будет ложиться столбики будут ложиться плотно за счет того, что вот здесь вот у вас петля всегда натянута. Вяжем до конца ряда. И в конце вот вам кажется, что уже все, да? Но это еще не все. Вот у вас еще один столбик, который нужно провязать. Не забывайте, пожалуйста, о нем. Если вы путаетесь, пересчитывайте в каждом ряду количество столбиков, которые у вас должно получаться. Не считая воздушной петли в начале ряда, у вас выходит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 34 столбика. Все. У вас должно выходить в каждом ряду 34 столбика. Сделали воздушную, развернули и вводим не сюда, а во вторую петлю. Все. И таким образом мы вяжем 14 рядов без сокращений. Мы с вами провязали 14 рядов основы сумки. Как мы их считаем? Каждые 2 ряда это вот такая вот секция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 секций, это 14 рядов. Или по рядам 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все, теперь каждые 4 ряда мы будем делать сокращения. Для того, чтобы вы не забывали, где там начинаются у вас сокращения, в каждом 4 ряду, вы можете отмечать, когда сделали сокращение, маркером.
Делаем воздушную петлю, поворачиваем и делаем первое сокращение. Вставляем крючок во вторую петлю, вытягиваем рабочую нить. И в третью петлю вставляем крючок, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли находятся. Накидываем рабочую нить на крючок и протягиваем ее через все 3 петли. Первое сокращение готово. Теперь вяжем столбики без накида. И в конце ряда оставим 3 петли и также сделаем сокращение. Так, раз, два, три, 4. Вот у нас остается 3 петли в конце, 1, 2 и вот здесь вот крайняя вот эта петелька. Мы делаем опять убавочку, 1, 2, накинули, протянули через все 3 петли и в конце делаем столбик без накида. То есть вначале же у нас шла воздушная, а потом убавка, да? А в конце у нас убавка, потом столбик без накида. Отметили этот ряд маркером, можно прям на убавочке. И теперь вы вяжете 3 ряда без убавок. До следующей убавки. Вот мы вяжем ряд без убавок, получается. Тут у нас убавочка, чтобы вы тут не запутались, да. Вот здесь вот убавка была. Вот мы сюда дошли. Вот здесь делаем столбик и вот здесь вот в крайнюю петельку. То есть мы вязали 34 столбика без накида. 2 столбика мы сократили. Вот эти 3 ряда у нас будут вязаться по 32 столбика без накида. Провязав 3 ряда, вот у нас была убавочка 1, 2, 3. Мы делаем вторую убавочку. Точно так же в начале ряда и в конце ряда. Все, таких убавочек будем делать 6 раз. 6 убавок. После последней убавки мы также вяжем. После последней убавки у нас выходит также 3 ряда, и всего получается 38 рядов. То есть все убавки мы делаем идентично первой в начале ряда и в конце ряда. Сейчас я вам покажу еще раз в конце ряда убавочку. Ой. Ой, да, покажу вам в конце ряда убавочку. Вот
Смотрите, не делайте так, как я. Я вязала и, получается, забыла. Не забываем, что у нас убавка есть в начале ряда. Мы оставили тут 3 петли. Так, вытягиваем 2 петли. Проводим рабочую нить через все 3 петли, в том числе петлю, которая была на крючке. И делаем в конце ряда столбик без накида. Воздушную петлю поворачиваем и во вторую петлю продолжаем вязать 3 ряда без убавок. Мы связали 2 основы и приступаем к вязанию боковины. Набираем 18 воздушных петель. Воздушных петель. Вводим крючок 1, 2 в третью петлю и вяжем столбики без накида до конца ряда. Боковина у нас. Наша боковина будет состоять из 112 рядов, потому что у нас основа, в которой 38 рядов, то есть 38 рядов справа и слева, плюс 36 петель набрано у нас на основу. Когда вы свяжете 112 рядов, ниточку не обрезайте. Мы начнем сшивать первую основу с боковиной, и тогда посмотрим, потому что там может чуть-чуть не совпадать из-за поворотов с боковины на дно, может не совпадать. То есть на всякий случай ниточку не обрезаем. Вот, довязали мы первый ряд. Это у нас такая широкая, хорошая боковина будет. Делаем воздушную петлю, поворачиваем и также вводим крючок во вторую петлю и вяжем до конца ряда. Шестнадцать столбиков. Вот последний 16 вот сюда. Не забываем про вот эту крайнюю петелечку. Все, и вяжем так вверх 112 рядов. Связав 112 рядов боковины, я не обрезаю хвостик, а оставляю пока ее в таком состоянии, для того, чтобы, если мне не хватит, допустим, длины, или она будет большой, я могла распустить или довязать. Нужно будет еще отпарить до сшивания всех деталей, отпарить все части сумки будущей с помощью утюга в режиме пара, через тряпочку или марлечку с паровым ударом, или с помощью парогенератора. Если нету ни того, ни другого, просто утюгом прогладить через влажную марлю. Вот. И приступаем к сшиванию боковин. Значит, одну я пока откладываю боковинку. Я беру ту, в которой я оставляла длинный хвостик. Продеваю иголочку. И вот это будет конец. Так, вот отсюда начинаю пришивать. Вот так. Так, продеваю иголку под первый ряд нашей боковины, вот сюда, вот в самый краешек. И возвращаю иголку вот сюда,
под первый ряд основы, тоже под самый краешек. Так, это наш первый стежочек. Дальше я отступаю один ряд и ввожу иголку под последнюю петлю между первым и вторым рядом. На боковине также ввожу иголку. Вот складываю их как бы бутербродиком друг к другу. Так, теперь обхватываю на боковине вот как бы ниткой, да, с иголкой вот этот край и возвращаю иглу в основу, в то место, где она заходила внутрь. То есть шов выходит перпендикулярным. И затягиваю. Дальше отступаю опять один ряд, делаю стежочек, ввожу иголку снизу вверх в боковине, также отступив один ряд, обхватываю эту боковину и возвращаю иголку в то же место, куда она заходила в основе. Затягиваю. Теперь смотрим, наблюдаем. Я постараюсь помедленнее показать вам процесс. Вот видите, тут уже видно вот стежочки такие вертикальные, а вот тут горизонтальные. Так мы идем до низа, до поворота. Дойдя до низа изделия, нам необходимо выполнить правильный поворот. Вот у нас ряд наборной цепочки. Так, вот тут вот был последний стежочек. Поворот должен выглядеть красиво, поэтому вот сюда я вставляю следующий. Подождите, нет, Дойдя до низа изделия, нам необходимо выполнить поворот на дно. Так, как мы это делаем? Вот у меня был последний стежочек вот здесь вот. Вот он заканчивается. Я возвращаю иголку сюда, обхватывая перпендикулярно нашу боковину. Так, и делаю следующий стежок вот сюда, вот между первым рядом столбиков без накида и рядом наборной цепочки. И возвращаю сюда. Нет, значит, на боковине я отступаю не один ряд, а два, для того, чтобы вот она повернулась и вот так вот стала уголком.
Вот, значит, вот последний стежок на боковине. Так, вот я сюда ввожу иголку и отступаю на боковине не один ряд, а два. Вот так. И возвращаю ее в эту же петельку, иголку. Все, поворот мы выполнили с одной стороны. Вот. Можно его себе отметить сразу маркером с этой стороны, потому что вот здесь также мы будем отступать 2 ряда, когда будем пришивать вторую основу. И мы его сразу себе отметим, чтобы его не потерять. Так, продолжаем пришивать дно сумки. Точно так же, как и боковину. Вот, через каждый ряд вводя иголочку. И так идем до следующего поворота. Если у вас заканчивается ниточка, вы пришиваете новую и продолжаете. Дойдя швом до следующего поворота, я остановилась вот здесь. Значит, тут у нас еще петелька есть. Вводим крючок, вводим иголку вот сюда, как бы наискось, потому что вот здесь вот я тоже так же сделала с этой стороны. По диагонали вводим между первым и вторым рядом в дырочку. Так, и на боковине также отступаем 2 ряда, отмечаем здесь себе тоже маркером для второй боковины, где у нас будет поворот. Вот так. Ну что такое? Отступаем, значит, здесь вводим по диагонали, тут отступаем 2 ряда, вот так, вот стежочек и вот стежочек будет. И вот этот хвостик прячем внутрь. Так. И затягиваем. Угу. И возвращаем сюда же иголочку. Все, второй поворотик у нас также готов. Продолжаем пришивать боковину до верха, уже в каждый ряд вводя иголочку. Дойдя до конца, я вижу, что у меня 2 лишних ряда. Это эти ряды, которые мы пропустили вот здесь вот при поворотах. Там, где боковина, 2 лишних ряда. Поэтому я их просто распускаю. Так, и тут дошиваю. И в последнюю, под последние петельки на основе и на боковине. Сюда возвращаем иголочку и прячем ее затем внутрь. Потом все кончики мы аккуратно подошьем внутри. Так. Вот сюда внутрь я возвращаю и прячу чуть-чуть вниз ниточку. Между петельками протягиваю вниз.
Все. Теперь можно вот здесь вот прям, там где мы распустили боковину, вытянуть нитку для нас, и мы будем с этого места начинать пришивать вторую основу к боковине. Так. Вы можете ее... вот здесь вот, кстати, вот пришивайте так, чтобы у вас вот эти косички были наружу. Вот здесь и вот здесь. Тут можно уже завязать в узелочек, краешек, или спрятать ниточку и подшить. Потому что необходимую нитку для сшивания деталей мы уже оставили на боковине. Прикладываем боковину, и для того, чтобы ее равномерно пришить, так же как и прошлую, да, чтобы повороты были симметричные, значит, я первый вот стежочек сразу делаю, чтобы тут уже маркером не отмечать, да, тут прицепили. Вот здесь на повороте тоже прицепили. И вот здесь можно посчитать по рядам, как оно должно совпадать. Тоже прицепили маркерами. Дошли до места маркера, сняли его, пошли дальше. Так вам будет просто легче. Так, и начинаем пришивать вторую часть. Здесь стежочки горизонтальные, а здесь вертикальные. Точно так же, как и ту часть, здесь мы тоже так же пришиваем. Чуть-чуть я ошиблась. Не туда иголку вставила. Смотрите только, чтобы вы не пропускали нигде, как я только что, ряд. Вот так. Дойдя до маркера внизу, маркер у нас находится между двумя рядами, которые надо вот пропустить. У нас будет здесь стежок и здесь стежок. Вот я сюда почти уже дошла. Делаю еще парочку стежков. Так, и вот сюда. Теперь пропускаю здесь один ряд. Нет, здесь вывожу наружу. Так, вот здесь иду уже между воздушными петлями и первым рядом, а здесь пропускаю один ряд. Вот таким образом выполнили опять мы поворот. Все. И маркер снимаем. Вот видите, тут наискосок идет стежочек. Вот здесь вот
пропущен один ряд. И идем дальше. Так, значит, боковины наши пришиты. Сумочка имеет форму трапеции. Можно боковины внутрь прятать, а можно, сейчас покажу, наружу. Вот так. Кому как нравится больше. Давайте посмотрим, какого она у нас размера вышла. Размерчик. Ширина 27 сантиметров. Высота 28 сантиметров. И глубина 14 сантиметров. Но она достаточно вместительная. Вот, и теперь можем приступать к пришиванию ручек. В ручках у нас уже подготовлены 4 дырочки. Я взяла иголочку с трикотажной пряжей. Ручки я размещу максимально широко, то есть практически вот так вот возле первого столбика без накида последнего ряда. Заканчивается у меня ручка на 6-м ряду. Шить я буду сверху вниз обратным швом. Вот так. Оставляю тут внутри хвостик длинный. Так. Так, и третий стежочек. Можно и чуть-чуть под углом, кстати, сделать, а можно и ровненько. Так, вот здесь. И вернули сюда. Так, вытащили иголку, смотрим, что у нас тут внутри. Вот этот верхний хвостик, который мы оставляли, и вот этот можно друг с другом завязать в узелочек, спрятать и подшить. Потом сверху на сумке будет подкладочка, и уже не будет видно хвостиков наших. Точно так же мы пришиваем с этой стороны. И точно так же мы пришиваем вторую ручку. Сумочка Амели готова. Уверена, что у вас она вышла даже лучше, чем у меня. Очень красивой, вместительной и стильной. Спасибо, что были со мной. До новых встреч, до новых сумочек. С вами была школа вязания I Love Create School, и я Билык Оля. Всем пока!